Друзья, всем привет! И сегодня я вам хочу рассказать и показать вот такую вот вещь. Про вот такую вот вещь. Это экспресс-тест на коронавирус, на страшный ужасный COVID-19. Поехали! В Беларуси началась 4-я волна коронавируса. Народ начинает очень активно болеть. И, к сожалению, данная беда не обошла стороной нашу семью. Да, мы на данный момент находимся на изоляции, тоже заразились и заболели ковидом. И вот очень интересно, работают ли вообще вот эти вот экспресс-тесты, которые продаются у нас в аптеке. Фактически везде у нас в Беларуси, в любой из аптек можно свободно купить вот подобного рода экспресс-тест. На коронавирус стоит он недорого. Нынче это порядка 20-21. Вот я покупал 21,5 белорусский рубль. Это $8, если хотите по курсу переводить, как вам удобно. В принципе, все доступно. Идем в аптеку, покупаем и пользуем. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас внутри вот этой волшебной коробочки. Значит, сама коробка изначально у нас запечатана. У нее вот здесь вот идет такая блистерная наклеечка с серийным номером и с сроком годности, скорее всего. И аккуратненько все это дело открываем. И что мы видим внутри? Внутри у нас идет вот такой вот пакетик, опять же, zip-пакет с буферным раствором, пипеткой и скарификатором. Внутри скарификатор — это такая металлическая ножик металлический, которым палец протыкать. Ведь у нас анализ делается из крови, соответственно, кровь из пальца надо как-то достать. Дальше у нас идет инструкция по применению, ее мы тоже потом посмотрим. Спиртовая салфетка, которой протирается палец перед тем, как делается тест. И сама кассета тестовая, запечатанная вот в такой блистер. И внутри должна быть еще одна пипетка Пастера. Итак, остановимся подробнее на инструкции. Значит, у нас в коробочке вот такой вот один листик вкладыш, на котором, кстати, все достаточно подробно расписано. Сам тест, назначение данного теста, он предназначен для быстрого определения наличия антител класса IgM и IgG к коронавирусу в крови, в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа. Вот, то есть, как вы понимаете, это же, конечно же, не ПЦР-тест. Здесь все совсем иначе. Я думаю, подробно это прочитывать не нужно. Кому надо, просто нажмите на паузу, сделайте принтскрин, почитайте, что это и как. Но в целом могу сказать, что одной из очень важных строк здесь является одна из последних. Отрицательный результат в любое время не исключает возможность заражения SARS-CoV-19. И вообще по этим тестам достаточно много ложно-отрицательных анализов. Именно этой теме мы убедились на собственном опыте, потому что в первые дни заражения, когда, к сожалению, заболела моя жена, она просто сопливила. Мы ради смеха сделали такой тест. Тест оказался отрицательным. На следующий день поднялась температура. Сделали ПЦР-тест, он уже оказался положительным. А вслед за ней и мой положительным, и у подруги положительным. Короче, все в порядке. И именно поэтому здесь даже написано в тесте, а точнее в инструкции, одним из первых пунктов, что для выявления в крови антител с использованием во время болезни на 12-14 день после появления первых признаков заболевания. А мы фактически использовали его в первые дни, поэтому результата не было. Кому он нужен через 2 недели после болезни, не совсем понятно, но все же мы попробуем его сделать еще раз и посмотреть на то, что он нам покажет. Итак, начнем наш тест. Значит, для начала мы вскроем кассету.
еще и внутри запаяно как-то. Так, вот наша тестовая кассета. Это для забора крови и пакетики, как в обуви с шариками, чтобы влагу не впитывало. Это нам уже все не понадобится, это мусор. Дальше комплектный скарификатор. Вот как выглядит комплектный скарификатор. Ну, примерно точно так же, когда вы сдаете кровь в обычной поликлинике. Вот такая вот штуковина. Палец прокалывать. Но мы сегодня воспользуемся другим. Мы воспользуемся детским ланцетом. Им гораздо приятнее. Открываем его. Так, он готов. И после мы из пробирки с буферным раствором нам сюда нужно будет набрать примерно 6 капель, чтобы, как сказано на инструкции, вот здесь добавить 6 капель буферного раствора поверх капли крови в самом тесте непосредственно. Вот так. Дальше берем наш палец. Где наш палец? А вот и наш палец. Обрабатываем его спиртовой салфеткой обязательно. Делаем прокол. И немножко надуем крови. Так, и добавляем кровь непосредственно в сам тест. Оп. Я думаю, этой капельки будет вполне достаточно. И после чего добавляем сюда 6 капель буферного раствора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, а теперь ждем, посмотрим, что покажет нам тест через 15 минут. Итак, дорогие друзья, 15 минут прошло, и что мы можем видеть на самой тестовой кассете? И как вы видите, верхнюю полоску C это контролька, говорит о том, что тест был выполнен в любом случае. Мы абсолютно не видим ничего по быстрым антителам, это которые IgM, которые должны появиться у нас на 3-5 сутки заболевания. И видим вялую полоску на IgG. Это уже антитела, которые должны вырабатываться на где-то 10-14 день заболевания. Что, в принципе, и соответствует времени болезни моей жены. И, как видите, если заболевание проходит достаточно гладко, как, слава богу, это проходит в нашей семье, то есть у нас оно проходит просто как простуда. 37 температура, небольшой насморк, нет почти даже ни кашля, ничего, только головные боли, вот, к сожалению, преследуют, что доставляет определенный дискомфорт. Вот так вот виден результат теста.
А если бы болели сильно, наверное, полоски эти были бы поярче, хотя кто его знает. Нас, слава богу, это миновало. Зато пригодился вот этот пульс-оксиметр, который мы покупали в начале года. На него я тоже делал как-то обзор, видео про него будет вот по этой ссылочке. Хорошая игрушка, стоила она ничего не стоила, заказывал на Алике, поэтому вещь до сих пор популярна, продается, кому нужно, берите. Теперь она у нас лежит в аптечке точно так же, как и обычный градусник. Вот такие пироги, дорогие друзья. В принципе, тест имеет место быть, но все равно, если вы чувствуете недомогание, обязательно вызывайте врача, либо бегите в поликлинику. Не доверяйте экспресс-тестам, потому что, как видите, результат вроде есть, но он есть на вторую неделю и практически ничего не видно. Да и первый раз, когда мы делали, он вообще показал полностью отрицательный результат. То есть тут не было абсолютно ничего. Вот такой вот небольшой эксперимент. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, жмите колокольчик, чтобы видеть наши новые видео и ничего не пропустить. Всем пока!